Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня я расскажу вам о том, как снять и поставить бампер передний на автомобиле ЗАЗ-1103 Славута. Это касается автомобилей Таврия, автомобилей Дана, которых маркировка 1102. Они в принципе идентичные, похожие и ничем не отличаются. В сети интернет я не нашел толкового видео об этом, только есть описание смутное, поэтому решил снять, как это делается по пунктам и поэтапно. У меня треснут передний бампер, есть запасной, уже покрашенный под цвет. Теперь необходимо его поставить. Хоть на улице и холодно, снег, гаража нет, но будем работать на солнышке, и это уже радует. Для того, чтобы снять передний бампер, нам понадобится набор головок, отвертка крестообразная и плоская. И можно начинать. Начнем работу. Вот такая трещина на бампере. Получена в результате небольшой аварии. Не по моей вине. Можно было его заклеить, запаять. Но это все хлипко, поэтому я решил эту проблему радикально, купив и покрасив новый заводской передний бампер. Для начала необходимо открыть капот и снять защитную панельку, которая стоит впереди, перед радиатором. Открываем капот, фиксируем, снимаем декоративную панель переднюю. Здесь есть две металлических площадки, которые фиксируют саморез. Главное их не потерять. Теперь закрываем капот, прикрываем и вынимаем на себя переднюю панель. Здесь внизу есть 3 упорчика, которые входят в пазы на переднем бампере. Вот они. Вот так выглядит передняя декоративная панель. Продолжим работу. Вот мы добрались до 2 саморезов, которые держат бампер. А остальные 2 еще находятся под фарами. Придется их снять, потому что без снятия фар невозможно снять и бампер. Теперь необходимо отстегнуть гидрокорректор фары. Для этого нажимаем на язычок, немного прокрутить и потянуть. Вот он уже у нас вышел. Теперь приступаем к снятию фары. Для этого снимем бачок омывателя, который мешает. Откручиваем. На каждой шпильке закреплены электровыводы минусовых клемм проводов, поэтому важно не забыть их потом закрепить. И такая звездчатая шайбочка, гровер, скорее всего, это. Откручиваем остальные. Опять же с маленьким гровером. И самое тяжелое здесь добраться до нижней, которая очень неудобно стоит.
После того, как все откручено, необходимо отключить электрику. Для этого снимаем защитный колпачок на фаре. Поворачиваем по часовой стрелке, вот так он выглядит. И попадаем до разъема лампы и разъема подфарника. Соединяем крепеж. Можно эту лампочку вынуть, потянув на себя, и отложить в сторону. Все в комплексе. Кстати, видно, что она черная, уже скоро не будет работать. И теперь можно вынимать фару со своего места. Если разъем отсоединяем, поворотник не забываем. Здесь просто нужно потянуть. Все очень туго, застояло и застыло. Вынимаем фару, аккуратно, не повредив провода питания. Вот таким образом выглядит фара. Мы ее помоем перед тем, как ставить, чтобы было чище и красивее. А у нас после снятия фары есть доступ к двум другим болтам крепления бампера. Снять фару с правой стороны сложнее, потому что здесь стоит адсорбер, который мешает добраться до нижних гаек фары. Поэтому сейчас мы сразу его снимем со своего зажима и потом доберемся до фары. Откручиваем хомут крепления к корпусу адсорбера. Здесь болт и гайка на 10. Сняли адсорбер, отодвигаем его в сторону. Вот такой хомут его держит. Самый обычный. Снимаем его полностью, потому что невозможно вытянуть туда целиком. И теперь у нас есть доступ до всех болтов крепления фары. Будем их откручивать. Можно аккуратненько вынять и эту фару. Вот фара у нас в руках. Теперь прикрываем капот и начинаем откручивать болты крепления бампера верхние. Для этого нам понадобится ключ на 10, накидная головка или рожковый ключ и ВД, если не будет откручиваться. Вот такого формата здесь болты. Вот верхние болты откручены. Теперь необходимо открутить
с двух сторон, слева и справа, 2 шурупа. И после этого приступим к откручиванию нижних саморезов. Используя крестообразную отвертку, откручиваем боковые саморезы. Теперь необходимо открутить шурупы, которые находятся снизу. Их здесь 1, 2, 3. 3 штуки. 1 по центру и 2 по бокам. Конечно, с ямой было бы удобнее, но без ямы тоже возможно. Здесь на 10 нужна головка нам. И откручиваем. Когда все болты и гайки откручены, приступим к снятию бампера со своих разъемов. Для этого просто нужно потянуть его вперед, и он должен выйти. Вот таким образом. Видно, что здесь треснутая нижняя часть решетки. Трещина вверху идет по всей длине. Ну, а так остальные все разъемы целые. Я еще пытаюсь его запаять и положить в запас. Теперь необходимо снять номерной знак из старого бампера. И теперь можно закреплять номерной знак на него. Для начала промазываем графитной смазкой все крепежи бампера, для того чтобы эти места не ржавели и легче было устанавливать. И после этого устанавливаем новый бампер на свое место. Теперь прикручиваем боковые болты. Вот закреплен бампер к крылу. Теперь необходимо затянуть передние, верхние, которые мы сразу не затянули до конца.
вот новый бампер установлен на свое место. Теперь необходимо вернуть на места фары и все это дело подключить. Сначала одеваем на шпильки гровер, который звездочкой. И после этого закручиваем гайку. Все, фара это установлена. Теперь необходимо установить на место адсорбер с помощью хомута и перейти на другую сторону машины. Теперь устанавливаем на свое место решетку. Аккуратненько. И заводим ее сюда. Вот такой получился у нас красивый новый бампер. Уже не такой лопнутый, не такой шершавый, новее, чем наша машина. Все на своих местах, плотно прилегает, не шатается. Теперь осталось проверить работу фар. И после этого работа будет закончена. Не работает правый подфарник, но он, по-моему, не работал. Сейчас надо забрать с лампочкой и узнать, в чем же проблема. Главное, что фары работают. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том, как можно снять и поставить на автомобиль ЗАЗ-1102, 1103 Таврия, Славута, Дана передний бампер. Здесь нет ничего сложного. Это вполне доступно каждому автолюбителю. Будьте с нами. Подписывайтесь на наш канал Дело мастера боится. Пишите свои замечания и комментарии. Всем пока.